В Иране снижается уличная активность после самой жесткой фазы протестов за последние годы. Власти заявляют о восстановлении контроля. Одновременно за пределами страны усиливается дипломатическое и санкционное давление. В этом выпуске: что происходит в Иране сейчас и какие риски формируются вокруг него. Массовые протесты против теократического режима в Иране, похоже, идут на спад. Спустя неделю после того, как власти фактически отрезали страну от внешнего мира и резко усилили силовое давление, уличная активность заметно снизилась, по крайней мере, в столице. Очевидцы в Тегеране сообщают, что в последние дни на улицах больше не видно следов ночных поджогов и баррикад, которые ранее стали символом протестов. Звуки стрельбы, до этого раздававшиеся почти каждую ночь, стихли. Город, еще недавно охваченный напряжением, внешне выглядит спокойнее. Тем временем государственные СМИ Ирана один за другим сообщают о новых задержаниях. Силовые структуры объявляют о волнах арестов, заявляя, что под удар попали так называемые террористы и подстрекатели беспорядков. Правозащитники и активисты, в свою очередь, утверждают, что цена этого успокоения оказалась крайне высокой. По их данным, в ходе разгона протестов были убиты как минимум 615 человек. Однако, пытаясь восстановить контроль внутри страны, Тегеран сталкивается с растущей напряженностью за ее пределами. Рано утром в четверг Иран без объяснений на несколько часов закрыл свое воздушное пространство. Шаг, к которому власти прибегали и ранее во время обострений с Израилем, а также в ходе 12-дневного конфликта в июне. На фоне этих событий США предприняли собственные меры предосторожности. Вашингтон начал перемещение части персонала с авиабазы Аль-Удейд в Катаре, крупнейшего американского военного объекта в регионе. Кроме того, американским дипломатам в Кувейте рекомендовано избегать районов, прилегающих к военным базам, где размещены войска США. Несмотря на то, что из Ирана почти перестали поступать видеозаписи уличных акций, за рубежом проходят акции протеста против действий иранских властей. Мировое внимание по-прежнему сосредоточено на жестком подавлении выступлений в Исламской Республике. На этом фоне президент США Дональд Трамп в среду сделал ряд заявлений, которые оставили неясным, какие именно шаги Вашингтон готов предпринять в отношении Тегерана. Отвечая на вопросы журналистов, Трамп заявил, что ему сообщили о прекращении планов по приведению в исполнение смертных приговоров в Иране. При этом он не стал уточнять источники этой информации или детали происходящего. Эти слова прозвучали на следующий день после того, как американский лидер обратился к иранским протестующим с призывом продолжать борьбу, пообещав, что помощь уже в пути, и администрация США действует соответствующим образом в ответ на кровавое подавление протестов. Параллельно с этим иранские власти попытались смягчить тон. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арахчи выступил с призывом к США искать выход из кризиса через переговоры, сигнализируя о готовности Тегерана снизить градус риторики на фоне растущего международного давления. Анкара заявила о своей принципиальной позиции против любого внешнего военного вмешательства в дела Ирана. Об этом в четверг в Стамбуле сообщил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. «Мы против военного вмешательства в Иран», подчеркнул глава турецкого МИД, общаясь с журналистами. По его словам, Тегеран должен самостоятельно решать свои внутренние проблемы и искать выход из кризиса дипломатическим путем, как на региональном, так и на глобальном уровне. Фидан отметил, что именно диалог и дипломатия способны устранить структурные проблемы, которые, по его оценке, лежат в основе нынешних экономических трудностей Ирана. Он дал понять, что силовые сценарии лишь усугубят ситуацию и не приведут к устойчивому решению. Несмотря на различия интересов по ряду региональных вопросов, Турция и Иран в целом сохраняют теплые и рабочие отношения. Анкара традиционно выступает за сохранение стабильности у своих границ и против сценариев, которые могут привести к новой волне дестабилизации на Ближнем Востоке. Говоря о причинах нынешних волнений в Иране, глава турецкой дипломатии сделал акцент не на идеологическом факторе, а на экономике. По словам Фидана, основным источником недовольства стали тяжелые социально-экономические условия, во многом вызванные санкционным давлением на страну. Анкара заявила о своей принципиальной позиции против любого внешнего военного вмешательства в дела Ирана. Об этом в четверг в Стамбуле сообщил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. «Мы против военного вмешательства в Иран», подчеркнул глава турецкого МИД, общаясь с журналистами. По его словам, Тегеран должен самостоятельно решать свои внутренние проблемы и искать выход из кризиса дипломатическим путем, как на региональном,
так и на глобальном уровне. Фидан отметил, что именно диалог и дипломатия способны устранить структурные проблемы, которые, по его оценке, лежат в основе нынешних экономических трудностей Ирана. Он дал понять, что силовые сценарии лишь усугубят ситуацию и не приведут к устойчивому решению. Несмотря на различия интересов по ряду региональных вопросов, Турция и Иран в целом сохраняют теплые и рабочие отношения. Анкара традиционно выступает за сохранение стабильности у своих границ и против сценариев, которые могут привести к новой волне дестабилизации на Ближнем Востоке. Говоря о причинах нынешних волнений в Иране, глава турецкой дипломатии сделал акцент не на идеологическом факторе, а на экономике. По словам Фидана, основным источником недовольства стали тяжелые социально-экономические условия, во многом вызванные санкционным давлением на страну. Министр иностранных дел Китая Ван и провел телефонный разговор со своим иранским коллегой Аббасом Арахчи на фоне продолжающегося кризиса в Иране. Как сообщили в МИД КНР, иранская сторона заверила, что ситуация в стране в настоящее время стабильна. Во время беседы Аббас Арахчи выразил надежду, что Китай будет играть более активную роль в обеспечении мира и стабильности в регионе. Этот сигнал прозвучал на фоне усиленного международного внимания к происходящему внутри Ирана и растущего давления на Тегеран со стороны Запада. Ван и, в свою очередь, подчеркнул принципиальную позицию Пекина во внешней политике. Китай выступает против навязывания своей воли другим странам и против возвращения в закону джунглей в международных отношениях, заявил глава китайского МИД. По его словам, Пекин исходит из того, что иранское руководство и народ смогут сплотиться, преодолеть текущие трудности, сохранить национальную стабильность и защитить свои законные права и интересы. Китайский министр также призвал все стороны проявлять сдержанность, ценить мир и решать разногласия исключительно путем диалога. Китай готов сыграть конструктивную роль в этом процессе, подчеркнул Ван и дав понять, что Пекин намерен и дальше участвовать в дипломатических усилиях, направленных на снижение напряженности вокруг Ирана.